Почему на логотипе видеомагнитофона фирмы Fisher изображена птичка с нотой в клюве? Что это за птичка? Почему именно она? Какую именно ноту она держит в своем клюве и как она звучит? Чтобы ответить на все эти вопросы, мне пришлось провести собственное расследование, потому что подобной информации в интернете нет. Перед началом просмотра хочу порекомендовать вам сервис IP-телевидения от iLook TV. Окунитесь во времена кабельного телевидения, почувствуйте себя в 90-х. Только здесь вы сможете посмотреть любимые фильмы в правильном переводе любимых переводчиков, таких как Володарский, Гаврилов, Михалев, Гурчаков. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Первые сутки для теста бесплатно. Если все устроит, наслаждайтесь ушедшей эпохой VHS в современном формате за символическую плату $1 в месяц. Также ссылка будет в закрепленном комментарии. Тоже порядочный. А вот сегодня, видите, будет сбор, так сказать, называется «Черная бдительность». Там будут очень порядочные, чистые девушки. Рекомендую заглянуть. Итак, чтобы ответить на озвученные вопросы, давайте сначала выясним, откуда пошло название компании Fisher. Дело в том, что Fisher – это фамилия Эйвери Роберта Фишера, американского инженера, предпринимателя и мецената. Эйвери Фишер родился 4 марта 1906 года в Нью-Йорке в районе Бруклин. В 1945 году Эйвери Фишер основал корпорацию Fisher Radio Corporation по производству высококачественного аудиооборудования. Fisher разрабатывала, производила и продавала продукцию под торговой маркой The Fisher. В последующем корпорация Fisher Radio Corporation была переименована в Fisher Electronics. Чтобы понять, почему своим логотипом Эйвери Фишер выбрал птичку с нотой в клюве, нам придется более глубже погрузиться в его биографию. Еще с раннего детства Эйвери увлекался музыкой и играл на скрипке, а в 1929 году он окончил Нью-Йоркский университет со степенью бакалавра технических наук. Таким образом, Эйвери Фишер был не только талантливым музыкантом с абсолютным слухом, но и радиолюбителем. Эти два увлечения побудили создать свою фирму по производству высококачественной радиоаппаратуры. Он начал экспериментировать со звуком и акустикой и хотел создать радио, которое бы звучало так, как будто он слушает живой оркестр. Радио, которое обеспечивало бы высокоточное воспроизведение исходного звука, чего ранее в то время не было. Эйвери говорил: «У нас в продаже нет аппаратуры, способной воспроизводить звук как живой оркестр, поэтому я основал свою фирму для создания и производства качественной аппаратуры». На логотип компании Fisher поместил изображение птички, ласточки. О том, что это именно ласточка, нам говорит раздвоенный хвост. Почему Эйвери взял именно ласточку? Все просто. Ласточка у многих народов мира символизирует приход весны, новую жизнь и обновление. Именно такими обновлениями и новинками, которых ранее не было в области аудиоаппаратуры, и стала продукция компании Fisher. В 1957 году впервые был произведен высококачественный FM/AM приемник Fisher 500, TA500. А в 1960 году Fisher сделал первый полный транзисторный усилитель и первый комбинированный проигрыватель. Еще чуть позже, в 1963 году, был разработан первый транзисторный стереофонический ресивер Fisher 400T. Все это принесло Эйвери Фишеру славу и богатство. Чтобы было понятно, насколько трудную задачу по производству высококачественной аудиоаппаратуры решил Fisher, стоит пояснить. В те годы еще не было источников качественного звука, а аппаратура, звучащая как живой оркестр, была такой же фантастичной, как полет на Марс. Массовым форматом записи были патефонные пластинки с ужасным качеством звука. Радиостанции вещали только с амплитудной модуляцией DV-SV, также сужая полосу до 6-7 кГц. У выпускаемых виниловых пластинок ширина полосы записи едва дотягивала до 10 кГц, а запись на магнитную ленту только зарождалась и населению была недоступна. Теперь давайте разберемся с нотой, которую держит в своем клюве ласточка. Как вы помните, Эйвери Фишер был музыкантом и играл на скрипке. А как известно, скрипачи всегда настраивают свои скрипки по правильному звуку ноты ля. А с правильным ля сверяются, послушав камертон. Прибор,
издающие ноту ля первой октавы, предназначенные для воспроизведения и фиксации высоты звука. Ориентируясь на этот звук, можно выстроить и все остальные ноты. То есть получается, что на логотипе компании Fisher изображена ласточка, которая несет в клюве правильную ноту ля. И становится понятным смысл, заложенный Эйвери Фишером в логотип компании. Разработка и производство новейшей аппаратуры с эталонным качеством звука. Кстати, правильная нота ля звучит так. В 1969 году Фишер продал свою компанию транснациональной корпорации Emerson Electric Company, которая в свою очередь перепродала Фишер японской Sanyo. Для этих фирм Эвери Фишер был консультантом. Ранние модели Фишер под эгидой Sanyo в целом соответствовали высоким стандартам оригинальных изделий Фишера. Но со временем, испытывая острую конкуренцию массового рынка, и Emerson, и Sanyo поступились качеством в угоду больших объемов продаж. А высокие стандарты продукции Fisher были принесены в жертву. По итогу в 2010 году фирму Sanyo настигла печальная судьба банкрота. В счет погашения долгов фирму выкупила Panasonic, где окончательно затерялись следы некогда знаменитой фирмы Fisher. Вырученные от продажи фирмы деньги Эвери Роберт Фишер потратил на благотворительность в музыкальной среде. Скончался он в 1994 году. В одном из интервью 1976 года Фишер сказал о своей жизни так: «Вы знаете, мне ужасно повезло. Вся моя жизнь была посвящена тому, чтобы доставлять людям удовольствие. И у него это получилось». До сих пор упоминание марки Fisher не оставляет равнодушным меломанов и коллекционеров. Видеомагнитофон Fisher FVH P722 – это один из первых видеомагнитофонов, выпущенных компанией Fisher в 1985 году и ставший одним из самых популярных в свое время. Он обладал стильным и современным дизайном, что делало его привлекательным для покупателей. В то время видеомагнитофоны были символом достатка и статуса, и многие хотели иметь такой аппарат у себя дома. Я тоже хотел приобрести всегда к себе в коллекцию видеомагнитофон Fisher, и вот такая возможность мне предоставилась. 722. Вот его сервис-мануал родной. Видеомагнитофон выполнен прям в стиле 80-х, ни с чем не перепутаешь никогда. В 90-х такие уже не делали. Кнопки широкие и в то же время невысокие. Также аналоговые крутилки для подстройки изображения. Вот крышки, к сожалению, которые дают доступ к кнопкам, к основным, она не сохранилась. Как она выглядела, мне вживую посмотреть не удалось. Этот видеомагнитофон рассчитан на прием 14 телевизионных станций. Вот специальный отсек есть, как на старых телевизорах, чтобы произвести настройку. И гораздо больше, чем принято считать. И кошка, как всегда, Я с детства слышу разговоры об истине и справедливости. Видеомагнитофон. Любит она их почему-то. Неважно, какой это видеомагнитофон, всегда считает своим долгом залезть на него, что абсолютно так вот ни в чем удобно не расположиться и выгнать ее проблематично. Он даже огрызается. Смотрите на нее. Ну, ничего не поделаешь. То есть не понравилось ей то, что я ее выгнал. Я решил посмотреть, что внутри видеомагнитофона, все ли исправно, потому что уже опыт есть. Лучше сначала проверить, чем потом мучиться и извлекать застрявшую видеокассету. Я раскрутил винты, открываю крышку. А там меня ждет сюрприз. Сюрприз в виде шприца медицинского. Посмотрите. Он здесь застрял между блоком видеоголовок и направляющими. И не туда, и не сюда. Вот, кстати,
плата настройки телевизионных каналов коричневого цвета. Здесь надписи. Но ни на одной надписи во всем видеомагнитофоне нету даты изготовления. Мотор. Пыли, конечно, в нем много. Пыли много. Он стоял, как мне сказал предыдущий владелец, очень долго без дела. Его никто не включал. Вот такой предохранитель интересный. Стеклянный, но с цветными обозначениями. Сверху тоже есть плата. Она держится на нескольких винтах, но осталось всего 2. И мне пришлось ее открутить, чтобы добраться до блока видеоголовок. И, соответственно, чтобы извлечь медицинский шприц этот. Потому что он там не нужен, сами понимаете. Но как я удивился, когда я снял плату, что там находится еще металлическая защита. Ну, не металлическая, а как типа жестянка такая от консервной банки, которая закрывает просто-напросто доступ к видеоголовке, к барабану видеоголовок. Это плата, ну, плата чистая с этой стороны. На ней ничего такого особо интересного нет. Конденсаторы все целые на внешний вид. Это блок питания. Наклейка на нем. И вот эта защита, которую нужно было снять, чтобы добраться до барабана видеоголовок и убрать шприц. Но просто так она не убирается. Нужно сначала вот открутить опять винты. Это вот заземление я открутил. Потом снять эту планку, по которой проходят провода. И пытаться уже извлечь защиту. Вот сейчас можно уже убрать стало шприц. В шприце, скорее всего, было масло, им что-то хотели здесь смазать. Направляющая шатается, это я заметил. Левая нормально, правая шатается. Снял я защиту. Смотрю, левое ухо у нее погнутое. То есть этот видеомагнитофон 100% уже разбирался, что-то с ним делали, что непонятно. Вот так это все выглядит. Барабан видеоголовок. Головки 2. И я начал вот так вот туда-сюда шатать ее. Я бы этого, конечно, не сделал, если бы сразу заметил вот это. Аккуратно достал. Это уголок от мебели. От мебельных полок. А чуть дальше еще и заглушка. Как они сюда попали, остается загадкой. Я сомневаюсь, что это дети какие-то там закинули все. Не похоже. Наклеенная бумажка с завода с непонятным номером. Барабан видеоголовок крутится, и посмотрите, сверху 4 проводка видно и плата круглая. Шатается. Надо будет прикручивать. Дальше начал смотреть. Может быть, вот тут я включил тумблер на задней панели. И сейчас мы готовы завоевать мир. Цифры засветились на экране, Конец фильма. на дисплее.
И я попытался вставить видеокассету тестовую. Но она никак не загружалась. То есть стопорится и все. И не туда, и не сюда. Я подумал, может быть, она не заходит, потому что у нее крышка снятая, защитная, которая пленку защищает. И решил попробовать вставить другую видеокассету, ну потому что это вообще прям никак не заходит. Вот другую кассету я взял, но ситуация не изменилась вообще никак. Все то же самое. Как будто там что-то заклинило. Еще заметил то, что когда включаешь видеомагнитофон, прям через непродолжительное время яркость на дисплее гаснет. Просто раз и все. Ну, что делать? Нужно смотреть, что находится внизу. Нужно дальше разбирать, потому что, может быть, пасеки отсутствуют, либо пасеки пришли в негодность. Их нужно менять. Раскрутил винты. Нижняя вот эта крышка. Я на ней обнаружил вот такую наклейку с надписями Slow Mod и Still Mod. Два отверстия, и я так предполагаю, через них отверткой как-то можно было там регулировать. Капстан меня удивил. Удивил тем, что он находится в кожухе пластиковом. Написано, что сделано в Японии. Это было мое первое удивление. До этого я таких не видел. Пасек нормальный, не прилипший. Все хорошо с ним. Это первый пасек. И вот второй пасек, который идет на моторчик. Пока я не разбирался, за что он отвечает. Но пасек тоже в порядке. И тут я замечаю вот это. Счетная палочка. Пытаюсь ее вытащить. А она проваливается. И мне приходится откручивать винты, чтобы поднять еще одну плату, которая находится слева. Она держится, кроме всего, на 3 защелках, 2 слева. Одна защелка пластиковая справа. Также нужно вот так отсоединить защелки, которые на лицевой панели снизу идут. И просто поднять плату. Она фиксируется своеобразными такими пластиковыми белыми петлями. Я поднял ее, под ней мусор и больше ничего нет. Пластиковые перегородки отделяют блок питания. Сама плата вся в пыли, и заметил, что на ней имеются следы влаги. И вот второе удивление по поводу капстана. Платы ТДК 2 штуки. И на второй имеется... Похоже, в общем, на аудиоголовку в аудиомагнитофонах. Вот она, счетная палочка детская, которая была уже вот тут. Опять я включаю видеомагнитофон, чтобы проверить, может сейчас заработает, может она была виновницей. Но нет. Ничего не поменялось. Видеокассета не принимается. Ни тестовая, ни обычная не хочет. Вес у видеомагнитофона тяжелый. 8 килограмм 200 грамм. Очень тяжелый. Его вот в руках носить удовольствия вообще никакого нет. А вот и сам
Тумблер. Выглядит, конечно, он здесь очень топорно. Кнопка сброса. Никогда не видел таких. Зачем она нужна? Непонятно. Что он там сбрасывает? Возможно, время. Шильдик. Входы, выходы антенные. Переключатель тестового сигнала при настройке. Настройка каналов. Тумблер настройки цветности авто либо черно-белое. И входы-выходы аудио, видео тюльпановские. Ну и разъем под пульт управления дистанционный. Вот так.